Привет, друзья! Российский снайпер, работающий под Угледаром, рассказал о тонкостях работы снайпера на Украине. Интервью большое и, пожалуй, самое подробное на данный момент. Терпение. Это первоочередное. Психологическое давление противника. То есть, возможно, и будут закидывать и минометами, и вызывать и грады. Ну, тут все, что может произойти. И главное в этот момент не обозначить себя. Примерно понимают, откуда, где находится, и начинают закидывать. То есть в тот момент работает самозащита. Тут. Либо ты встал, побежал, либо ты продолжаешь лежать. У нас есть цель, есть задача, есть цель. То есть командование ставит перед нами задачи. Допустим, где-то противник активизировался, соответственно, нужно подавить. Ну, а подавить, соответственно, это не просто там закидать минами, потому что они тоже окопались. Вот. Есть такое понятие, как снайперский террор. То есть мы, по сути, можем также их морально придавить, не давать им, допустим, готовить новые позиции, периодически обстреливая их, вот, укрепляться, не давать там ротироваться, подтягивать резервы. Это все основная задача снайпера. Как правило, когда противника начинаем немножко поддавливать психологически, ну, то есть простреливать, и т.д. и т.п. Вот. Сразу же поднимают они коптеры, начинают искать тепловизоры и на себе уже несут по 2 ВОГа и, соответственно, сбрасывают. Вот. То есть была у меня борьба, прям вот он летает, кружит, я перемещаюсь. То есть сбрасываю там в 5 метрах, возле меня взрывался. Вот. Ну, такие вот моменты. И под минометами обстрелами были. Ну, а стрелковый бой, он, в принципе, каждый день практически, день через день. То есть и противник нас прощупывает, к нам подходит, выходит. Там бывает и на 40 метров, и на 50 метров подойдет. То есть делается несколько позиций, 2-3, основная позиция. Минируются пути обхода, ну, пути подхода к позиции. Отрабатывается с одной позиции и сразу же перемещаемся на вторую. Пока противник ищет или уже определил, куда стреляли, ну, как правило, нас там уже нет. Мы уже переместились на другую позицию. Для стрельбы нужно учитывать очень много факторов. То есть в первую очередь на расстоянии там, свыше 500 метров, то есть 700, 800, 900 до километра, нужно учитывать и температуру воздуха. Потому что при понижении температуры пуля будет занижать, при повышении, наоборот, лететь выше. Соответственно, здесь нужно учитывать и деривацию. То есть это у нас нарезка ствола вправо. Соответственно, при вращении пуля имеет отклонение. То есть, чтобы вы понимали, на расстоянии километра пуля уходит за счет своего вращения на 62 сантиметра. Вот. Здесь нужно учитывать и поправку на ветер, и, соответственно, уже свыше 1200, 1500 километров даже приходится учитывать вращение Земли. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.